Слава Украине! Приветствую от Полонского. Друзья мои, итак, события развиваются следующим образом. Похоже, что московский главарь Путин не приедет в Стамбул. Хотя, знаете, жизнь такова, что может измениться все, что угодно. Я говорю на ситуацию на сей момент. Да, похоже, что он боится Зеленского и остается, значит, там у себя в болотах на Москве. Вместо себя он посылает своего коня иностранных дел, этого, как его там фамилия, Лаврова, и еще одного клоуна из этой же конюшни, это Рябков. Да, то есть вот этих вот, как говорится, министра, замминистра посылает туда. Сразу скажу, что едут... Понимаете, почему нет смысла с такими товарищами говорить, они ничего не решают? Это публика, просто статисты. Статисты в путинских преступлениях. То есть Путин им говорит вот так и вот так, от сих до сих. И они идут, с ними не о чем говорить. Это попка прыгни, попугай. Да, он повторяет за Путиным вот эти все идиотские нормативы про денацификацию, какие-то условия, какая-то вот эта чушь, новоприобретенные территории, ну, ахинея, да, то, что вообще никуда невозможно натянуть ни на какие уши. Поэтому, ну, посмотрим, будут ли там какие-то переговоры вообще или нет. Имеют смысл переговоры только между людьми, которые что-то решают. То есть Зеленский и Путин при посредничестве Трампа. Зеленский едет в любом случае в Турцию. Трамп находится там рядом совершенно в Саудовской Аравии. То есть подскочить в Стамбул вообще никаких проблем, как говорится, нет. Вот. Устраивать там переговоры между статистами нет никакого смысла. Вообще никакого смысла. Пока что видно так, что, значит, Зеленский будет в Анкаре на переговорах с Эрдоганом, пока я это вижу так. Наша делегация поедет в Стамбул. Туда же пока что вместо Трампа прибывают Килог и этот Витьков. Вот. И от рашистов приедут вот эти вот два коня в пальто, и там с ними какая-то делегация из кремлевских подвалов. Да? Вот это, собственно говоря, шайка-лейка приезжает из Москвы. С ними говорить, ну, можно и поговорить, но ни о чем. Еще раз говорю, там каких-то результатов не будет. Самое главное, что нужно на сегодняшний день, что подчеркивали в Европе еще вчера, это перемирие. То есть прекратить стрелять. Этого, конечно же, вот это ключевой момент, этого, конечно же, не произошло. И тут стоит вопрос, а что теперь делать? Ну, уже высказался, сегодня выступил и Мерц, и Писториус, то есть, соответственно, канцлер немецкий и министр обороны. И сказали, что нужно бить санкциями, причем санкциями по энергетическому сектору и по финансовому. Это правильно. Я, честно говоря, да и никто еще, честно говоря, не видел, наверное, 17-го пакета санкций. Вполне возможно, что там будет энергетические, что какие-то энергетические моменты и финансовые. То есть это все пока что, знаете, в процессе, я так понимаю, переговоров. Вот. Но из того, что я слышу, то энергетика и финансы это то, что наиболее болючие для России моменты. Проголосуют ли Венгрия и Словакия? Да, проголосуют. А куда им деваться с подводной лодки? Дело в том, что, понимаете, раньше у них была отмазка, они в контрах с Байденом, они, значит, в контрах с Брюсселем, они в контрах с Байденом, там, значит, либерасты, там вот это леваки, ну, как они говорили. Сейчас ситуация поменялась, Мерц абсолютно правый. Ну, за Трампа даже говорить не буду, и все они за санкции, так что вот так как-то. Ну, посмотрим еще по поводу Трампа, потому что Трамп мутит до последнего. Он все-таки, видите, он выступил, говорит, что он надеется, что Путин приедет и будет заключен замечательный такой мир, вообще будет, как сказал Килог, может быть фантастическая встреча, но для этого Путин должен приехать, а не конь в пальто, который вообще ничего не решает. То есть, ну, Лавров никто. Вот, то есть он ничего не может решать. У него, я же говорю, он может только вот встать и говорить, да, вот так, вот так. Мне сказали так, все, дальше я ничего делать не могу. То есть это ерунда. Вот. Еще один момент Зеленский сегодня рассказал о вот, нарративе русских, это о том, что он не может вести переговоры. В каком плане, значит, смотрите. Русские пищат со всех утюгов, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры. Чушь собачья, абсолютная чушь. Никогда в жизни Зеленский сам себе не запрещал вести переговоры. Выглядело это все совершенно по-другому. 22 год. Нападение фашистской России на Украину. И тут же, как черти из табакерки, повыскакивали все нынешние подсанкционные персонажи.
всякие Новинские, эти Медведчуки, вся вот эта сволочь, да, которая веками грабила Украину, веками говорю, годами грабила Украину, можно сказать, десятилетиями, да, и всегда были у Москвы на подхвате. И всякая вот эта вот подзаборная шушера, типа Новинского с Медведчуком, моментально выскочили и давай, значит, предлагать различные Мураев, ну, вы знаете, шоблу эту, да? Вот. Моментально, да, мы вот Путину предлагаем такое, мы такое. Да, они, Новинский названивал Зеленскому. Вот, с тобой будет, до Киева кружат, до тебя убьют, и семью твою убьют. Это то, что он ему говорил. Вот. И я тут сейчас проведу переговоры, нормально, все, вот мы тут, я, Медведчук, мы так солидно сейчас задвинем, солидно все наговорим, будет замечательно. Тогда в этих условиях, чтобы всякая шушера подзаборная не вмешивалась в государственные дела, Зеленский оставил право одного голоса, то есть своего собственного, в случае с переговорами. Так, это у меня кот, если кто слышит. Да, значит, столько своего собственного голоса, никаких других вариантов. И поэтому право вести переговоры от Украины имеет по этому указу только один человек. Это сам президент Зеленский. Либо тот, у кого есть письменное разрешение от этого одного человека. От президента Зеленского. Всякие Новинские, Шмавинские и прочее, вот это вот кони с пальтом, они все идут лесом, полем, в садом, туда, в сторону куда-то, да. Вот им запретили это все дело. А сам себе он никогда ничего не запрещал. Поэтому он, конечно же, может вести любые переговоры. В том числе и с Путиным. Конечно, тут встает вопрос о нелегитимности Путина, о том, что он себе сделал, обнуляет. Фактически он не президент, а черти что. Он диктатор, он главарь. Но да, с ним можно вести переговоры как с главарем. Да, вот как он сейчас, Путин сейчас находится в том же ранге, что приблизительно вот этот главарь вот этой хунты из Буркина-Фасо, да, который захватил власть, а через 2 недели его кто-то свергнет, будет следующий там, да, вот такой же товарищ, не совсем адекватный, бегать с пулеметом, значит, и орать, что он президент. Но такой же будет главарь, как, собственно говоря, и Путин такой же главарь, как и он. Вот, так что ничего тут такого нет. Самый главный вопрос сегодня остается. Поедет ли Путин? По крайней мере, на сегодняшний, вот на этот момент выглядит, что нет. Потому что, как говорит его ёршик Песков, значит, ФСО не готовится ни к чему, никаким поездкам. Ну, а, соответственно, раз ФСО, Федеральная служба охраны, не готовится, значит, и Пуйло никуда ехать не собирается. А значит, его нужно окучивать санкциями. Уже Зеленский выступил и сказал, ну, раз Пуйло не едет, раз он не хочет мира, раз он не хочет прекратить войну. А самый смысл сейчас в этом всем прекратить боевые действия. Пуйло отказывается. Ну, значит, надо поступать. Так как говорили, Украине максимум оружия, России максимум санкций. Вот. Было бы, конечно, хорошо, конечно, чтобы Путин полетел в Турцию, а по дороге его нафиг. Угу, у Кондрапупеля вместе с самолетом.